Приветствуем вас, дорогие гости нашего канала! Сегодня приготовим десерт панна-котта с клубникой и киви. Панна-котта – это десерт из сливочного желе и ягодного или фруктового пюре, который подарила нам Италия. С итальянского панна-котта переводится как вареные сливки. Шесть грамм желатина заливаем 3 столовыми ложками холодной воды и оставляем набухать на 10 минут. В кастрюльку вливаем 200 мл молока, 200 мл сливок, 50 грамм сахара. Ставим на самый медленный огонь и, помешивая, доводим до полного растворения сахара и снимаем с плиты. Не нужно доводить до кипения. Вливаем по вкусу экстракт ванили. Панна-котту ароматизируют кроме ванили еще ромом и кофе. Можете использовать, что вам нравится. Набухший желатин добавляем в кастрюльку, размешиваем до полного растворения. Берем любую форму и заливаем нашу сливочно-молочную смесь. Можно поставить вот так наискось бокальчики и залить в них. Ставим в холодильник, чтобы желе застыло, хотя бы на 1 час. В этом рецепте используем клубнику и киви, но можете готовить и из других ягод и фруктов. Также можно использовать джемы или варенье. Нарезаем мелко 400 грамм клубники. В клубнику всыпаем 40 грамм сахара. Ставим на медленный огонь. Когда клубника пустит сок и станет мягкой, перебиваем ее блендером. Процеживаем. Два киви нарезаем кусочками. Добавляем 40 грамм сахара. Его не нужно варить, просто перебиваем блендером. Процеживаем. В бокалы с застывшим сливочным желе вливаем фруктовое или ягодное пюре. Если вы хотите, конечно, можно в ягодное пюре добавить немного желатина, но так интереснее, когда берешь панна-котту ложкой и фруктовое пюре смешивается со сливочным желе. Приятного аппетита! Радуйте друг друга вкусняшками и не забывайте приходить к нам в гости снова.